Вот она, моя прелесть, мой собственный, личный JBL Studio монитор. Модель 4307. Да, один из самых младших, один из самых маленьких, но, между прочим, увесистый. Потому что уважающий себя аудиофил должен иметь в своей коллекции студийный монитор JBL. Тем более сейчас, в этом году, когда мы отмечаем 75-летие великого бренда. Для начала давайте я дам немножечко махровой парфеновщины. Итак, 1962 год. Советские атомные ракеты плывут на Кубу. Президент Кеннеди грозится жахнуть бомбой по Москве. Энди Уорхол в этот момент рисует свой знаменитый портрет банки консервированного супа. Ну а чтобы мало не показалось, менеджмент лейбла Дека отказывается подписать вот эту вот провинциальную группу. Ну как она, вот это 4... Откуда они? Из Ливерпуля, что ли, да? Как Битлз. Не пойдут. Вычеркивайте. И в том же самом 62 году выходит в свет вот эта вот пластинка. Это самый первый альбом Боба Дилана. Наверняка же вы его не слышали. Вот прям сходите в iTunes, включите, потому что это удивительная запись. Там он, например, играет House of the Rising Sun, да, Дом восходящего солнца, легендарную песню. Вы ее вообще не узнаете. Так, я отвлекся. Я хотел сказать, что когда Дилан записывал эту пластинку, на студии мониторинг записи происходил с помощью вот таких вот колонок. Это акустические системы Altec Lansing на 604-х динамиках. И такие в начале 60-х стояли практически во всех студиях Соединенных Штатов Америки. Это был такой индустриальный стандарт. И отмечу, Altec Lansing, да? То есть, на самом деле, детище нашего старого героя J.B. Лансинга. Только на этот раз они столкнутся с его новыми детищами уже под лейблом JBL. Дело в том, что в том самом 62-м году, судьбоносном, в хед-офисе Altec Lansing, где уже давным-давно не было Джеймса Буллоу Лансинга, решили как это повысить конкурентоспособность своей акустики. И, естественно, сделать это самым любимым корпоративным способом. То есть, что-нибудь выкинуть и удешевить. Поэтому они, значит, испортили магнитную систему, обрушили чувствительность и таким образом испортили звук колонок. Надеялись, понятное дело, что поскольку и так все эти колонки замечательно продаются, People схавает, тем более, что они станут дешевле. Но People в этот момент уже успел попробовать в деле новые мониторы JBL D50. Инженеры JBL специально делали эту акустику для того, чтобы конкурировать с 604-ми Altec-ами. И старались сделать ее лучше и меньше по габаритам, чем те самые Altec. Собственно говоря, когда Altec стали еще и хуже, тут уже был вопрос времени. Первый весь парк мониторов сменила студия Capitol Records. Ну а за ней, как вы понимаете, потянулись более мелкие игроки. С этого момента, можно считать, началась великая история студийных мониторов JBL. Но JBL готовила еще один удар по рынку, не менее мощный. Это певица Сара Вон. И песню Smoke Gets in Your Eyes она записала как раз в 62 году. А записывал ее некто Боб Файн, один из самых именитых звукоинженеров того времени, как сейчас бы сказали, саунд-продюсеров. Именно он в конце 60-х одним из первых начал использовать многоканальную запись. Тогда в ходу были 8-дорожечные магнитофоны. По-моему, кстати говоря, именно на такой группа Битлз записывала своего сержанта Пеппера. Так вот, у Боба Файна была своя студия, своя мобильная студия и свои идеи о том, как правильно работать с многоканальной записью. Он хотел на каждый из 8 каналов повесить отдельный громкоговоритель. И понимаете, тут была проблема в том, что, например, если взять те же самые Altec, они были огромные. Нужен был целый зал, чтобы обеспечить мониторинг 8 каналов. Даже JBL-евские мониторы D50 были слишком большими. Однако, JBL уже получили репутацию таких новаторов и очень модных, актуальных инженеров, поэтому именно к ним Боб Файн пришел с запросом на небольшой, но полноразмерный и полноценный монитор. И вот так на свет появилась акустика настолько легендарная, что стала прообразом не то что десятков, а, наверное, сотни моделей не только JBL, но и других производителей. И вообще ее наследникам мы посвятим, я думаю, отдельный исторический экскурс. Но сейчас вы можете посмотреть на 4312. Это монитор, который как раз-таки через 20 лет был новой версией того самого первого, который назывался 4310.
10. Сейчас это абсолютная классика. 12 бумажных дюймов на басу, 3 полосы, твиттер в акустической линзе, фазоинвертор на передней панели и, обратите внимание, вот эти самые две крутилочки. Тогда они назывались Presence и Brilliance. По-русски регулировка отдачи средняя и высокочастотного диапазона. Да, кстати, обратите внимание, оригинальные 4310, они были сделаны как бы вверх ногами. Это, собственно говоря, было обусловлено тем, что предполагалось, что акустика будет использоваться в качестве мониторов ближнего поля, то есть их нужно слушать с расстояния метр-полтора, не больше. Соответственно, они будут устанавливаться на пульт, и их габариты не позволяли сделать так, чтобы твиттер был на уровне ушей звукорежиссера. Соответственно, приходилось их ставить кверх ногами, условно говоря, чтобы басовик был сверху, а как раз-таки среднее высокочастотное звено приходилось ровно на голову слушателя. И здесь, вот как это в истории бывает, наблюдаешь абсолютное совпадение времени и места и идеи, потому что сам форм-фактор, сама концепция этого монитора идеально вписалась в исторический момент. На рубеже 60-х и 70-х как раз-таки вот эти вот огромные студии мейджоров звукозаписи начинали уступать место более маленьким студиям. Кроме того, музыканты, которые невероятно в этот момент разбогатели, начали делать свои собственные студии, начали делать мобильные студии, которые передвигались на грузовиках. И для всех них нужен был небольшой, но полноценный монитор. И вот вам еще одна пластинка. Это альбом группы T-Rex Slider. Ну, самый главный альбом глэм-рока, записанный в 1973 году. И записывался он в куче разных мест, начиная от французского Шато и заканчивая лос-анджелесскими небольшими студиями. Естественно, в основном с использованием акустики JBL. Именно так технологически была тогда устроена запись музыки. Собственно говоря, сам Марк Болан, вот он, посмотрите, в цилиндре, ну не красавец ли. Марк Болан даже дома, вплоть до 1977 года, использовал исключительно JBL-евские мониторы. Причем это была более новая версия этих самых D50 под названием 4320. И все это очень показательно, потому что в том самом 1977 году, по статистике журнала Billboard, 70% рынка всей студийной акустики занимали мониторы JBL. Так что глобально, если вы слушаете рок 70-х, то практически на 100% его записывали с помощью мониторов JBL и слушали на колонках JBL. Причем далеко не только на маленьких 4310. Так, это мы сейчас в одном из московских баров под названием Фонотека. И представьте себе, здесь стоят вот эти вот мастодонты студийного звука JBL 4350. Да, правильно сказал. Вот именно на таких записывались самые громкие группы великого хард-рокового десятилетия. Стакан уберу. Это, конечно, чистейший ад. Значит, два 15-дюймовых басовика. Среднее высокочастотное звено отдельно. Они сразу же в базе работали как биампинговая колонка. Их нельзя было раскачать одним усилителем. 125 дБ звукового давления, и здесь 4 моноблока, в том числе ламповый Мэнли на верхах, чтобы вот это все играло. Это же был расцвет идеи многополосной акустики. Вот здесь 4 полосы. 4. Ну и, собственно говоря, считается, что именно способность играть очень громко и динамично JBL, собственно, и сделала их главной акустикой для хард-рока. Поэтому они стали так невероятно популярны в этот момент. А я бы сказал даже больше, что вообще, может быть, если бы не акустика JBL, вот такая, какая она есть, с этим характером, может быть, и не было бы никакого расцвета хард-рока, потому что этот жанр идеально подошел. А если бы на студиях стояли по-прежнему какие-нибудь альтеки, то группа Aerosmith вполне возможно играла бы джаз. Но, к счастью, у рокеров были 4350. А представьте себе, значит, группа The Who, это, собственно, те ребята, которые ввели моду выкидывать телевизоры в окно отелей и тому подобное. Они поставили себе на студию 12 таких. 12 таких! Страшно вообще представить, что там было, когда они все эти 12 штук включали. Между тем, обратите внимание на вот эти вот жалюзи у колонки. Это, ребята, акустический рефрактор. Задача его уменьшить отражение в вертикальной плоскости и расширить дисперсию в горизонтальной. И видите, они направлены вниз. Собственно говоря, там за ними стоит высокочастотник. Рупорный, как положено в JBL, вот этот самый компрессионный динамик. Драйвер, правильно говорить. И вот, смотрите, они направлены специально вниз, чтобы направлять излучение на слушателя, потому что на самом деле JBL 4350 именно так должны стоять, под потолком. В общем, все ровно как здесь.
Все, ребята, правильно сделали. Так должны жить настоящие студийные JBL. Конечно, в линейке студийной акустики JBL было еще масса очень интересных и даже культовых моделей, которые до сих пор, кстати говоря, работают на многих студиях в мире. Вот это вот кадры из московской студии MMS Records, которую я снимал примерно 1,5 года назад. Там классические JBL-евские мониторы 43-44 подключены, между прочим, аудиофильскими проводами за 4 миллиона и прекрасно работают. А что творилось в 80-х, когда появилась серия 44 с легендарным бирадиальным рупором? Эти колонки оказались настолько хороши, что с 1981 года они производились практически без изменений аж до 99-го. В общем, копать эту тему можно до бесконечности. Просто чтобы перечислить все альбомы, которые были записаны с мониторингом JBL, не хватит, мне кажется, фильма на 40 минут, потому что это и группа Doors, и Led Zeppelin, и Purple Rain Принца, Элтон Джон, Beach Boys, Ван Хален, Дженнис Джоплин, да елки-палки. Даже легендарный Триллер Майкла Джексона не обошелся без JBL. Ну да, маленький. Всего лишь 10 дюймов в басу. Но все-таки акустическая линза наверху, 3 полосы, конечно, великие крутилочки высоких и средних частот. Именно на такой акустике нужно слушать рок 70-х, если вы хотите услышать его в аутентичном исполнении. Ну а еще лучше все-таки слушать его на 4312 или даже на L100. О них мы и поговорим в следующий раз.